Господа, здравствуйте! У нас сегодня очередная и очень необычная серия понторезок. Впервые я купил понторезку, которую мы с вами сегодня будем... Нет, это не она, это никому не нужно. Вот это, вот оно сокровище, ребята. У меня, оказывается, до сих пор никогда в жизни не было обзора на Cayenne вообще. Вы представляете это? Реально, я никогда до сих пор не обозревал Cayenne. А ведь у нас, помните, была рубрика понторезки, в которой мы рассматривали тачки типа за 500. Но время прошло, и все то, что тогда мы рассматривали с вами за 500, сегодня уже стоит 300. И вот оно. И тут есть масса сложностей. Во-первых, Каенов за 300 нет в Санкт-Петербурге. Да, вы удивитесь, они, если сейчас зайти куда-нибудь на Автору, на Авито, неважно куда угодно, они есть везде. Куча Каенов по 300. Это нормальная ситуация, когда Cayenne стоит 300 тысяч. Не в Питере. Только по 500. В итоге, как вы видите, мурманские номера. Ребята из Искрю, у них вот там есть, там вот еще один мурманский Cayenne. Они знают карьер в Мурманске, где добывают Каены. И они их оттуда поставляют за недорого нам. В итоге, за 270 тысяч он был найден в Мурманске, и они его оттуда пригнали. А я, как лох, заболел. И поэтому, пока я неделю отлеживался, с этим Каеном проводилась куча операций, которые снимались. То есть он стоит 270 тысяч, своим ходом приехавший с Мурманска, честно, совершенно за эти деньги. Он оформлен на меня, то есть это значит, что у него есть учет, белые доки, все в наличии. Он на гильзованном моторе технически исправен, атмосферный, на 250 киловатт. То есть это 340 лошадиных сил, господа. И у меня на него далеко идущие планы. Ну а пока я болел, ребята поехали заниматься самым главным. Я вам в конце видео объясню почему, но главное, что в Cayenne были уже стрелянные подушки. И даже вместо самих подушек, по сути, были пустые обшивки, которые были прям подчинены по хардкору степлером. Естественно, мы хотели это починить, чтобы в нужный момент все подушки сработали как надо. И шторки, и фронтальные, и сам блок аэрбэгов, чтобы был сделан правильно. Для этого мы обратились в компанию Автоэлектрик Питер Мега. Эти ребята могут действительно восстановить подушки безопасности. Не просто поставить заглушку, а восстановить их так, чтобы подушка потом в случае чего точно стрельнула. То есть сделать их работоспособными. Я обязательно оставлю ссылки на них в описании. И главное, что уже в следующей серии мы проверим, действительно ли ребята починили подушки правильно. А, у них есть фары, у значка Porsche, вы это видели? А у новых такого нет. И моргают даже, да? Погоди. Просто мы эту машину видим при всех вот этих чудесах реально сегодня первый раз. Вот это прикол. Ну-ка. О, зеленым одна фара моргает. Ключ пришлось поменять, потому что старый не работал, и эта машина, закрываясь, больше с ключа не открывалась. И ребята так встряли в Мурманске, пока перегоняли. У нее садится дико аккумулятор, то есть это прямо такая вот на коленях машина, но, наверное, сейчас заведется. В этот раз завелась, но когда они гнали мне ее сюда с мойки показать, у них не завелась. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас там. А, капот так не открывается, меня предупредили. Сейчас, секундочку, тут капот открывается вот так, по Cayenne, по-нашему, по-спортивному. 4,5 V8, загильзованный, работает, чеков не горит, ошибок по мотору нет. Вы представляете? Но это и не проблема, это мы все позже затестируем, все покажем, масло не ест. То есть реально прям пушка. Замечательно. Да, он немного некомплектный, у нас нет омывателей фар, у нас не хватает в бампере противотуманок, у нас вот этого вот ничего нет и так далее. У нас штатные 18-е пещерные диски на 18-й резине, которые винтом, поэтому парни сказали, что поосторожнее и с тормозами, и с рулем, что все это будет дико бить.
Это все-таки S-ка, это не турбач, естественно. Хотя Ярик вот себе взял за 65 рублей турбач. Вон он, 450 сил. Мы сегодня попробуем их сравнить, кто из них едет быстрее. Потому что там конкретно не гильзованный, жрущий масло, прям мертвый турбач 450 сил. И гильзованный без чеков на только сделанном моторе 340 сил. Просто S-ка. Ребята наклеили на него мой знак даже. Как я понимаю, в Каене, по-моему, стекло может открываться отдельно, да, и это даже работает функция. Прикольно. При этом нету стоек, смотри, да? То есть там система, видимо, упоров в крыше. Я такого не знал, кстати. Это интересно. Такое же недавно было где? В Якуси нам рассказывали, да? То же самое, что не было стойки там, или типа, вот Мерседес гордится им, а Каен гордится этим, получается, уже 17 лет. Поздравим компанию Mercedes с технологиями Вага. Так, и полностью у нас все это... Ну, конечно, сервопривода нет, это само собой. Нет у нас камеры заднего вида, само собой, ничего нету. Есть багажник, тоже все это без стоек держится, без упоров. Там где-то балансиры в потолке зашиты. Невероятные. Погоди-ка. Круто! Короба фильтров. Потому что ребята рассказали, фильтров воздушных на машине не было. Ее купили, просто воздухозаборники торчали в воздух. Поэтому ребята взяли 2 нулевика китайских, одели прямо сверху на пайпы, а корпуса фильтров вот здесь. Это деталь Porsche. О, шкив. Porsche шкив. Интересно, зачем? Ролик натяжной. Что-то у меня плохие предчувствия, как такие детали в машине. Надо, на самом деле, сразу взять и поехать. Пока он работает, нам рекомендовали его ребята особо не глушить. Типа, Костян, тачка-то пушка, но мы вот как завелись в Мурманске, мы тогда Питера и доехали на всякий случай. За 12 часов на летней лысой резине, им очень понравилось. Поэтому мы также глушиться не будем, сразу проедемся. Да, кстати, господа, часто вы меня спрашиваете в комментариях, как сделать так, чтобы ваша машина, допустим, с пробегом служила дольше и все с ней было в порядке. И на самом деле я сейчас вот сам, вот у нас 208 тысяч на приборке пробег. Тема очень простая. Из простейшего: никогда не нужно экономить на топливе. Я вот всегда свои тачки стараюсь заправлять максимально качественным топливом. В данном случае мы приехали вообще на заправку BP. Мы сейчас будем заливать 100-й, он называется Ultimate, A100 Ultimate. В нем есть технология Active. Заправиться можно даже бесконтактно. Мне сейчас не нужно будет ни выходить из машины, ни даже заходить туда на саму заправку. Это вообще без проблем. Я просто указываю номер колонки. Подошел заправщик, спросил, сколько мне нужно литров, спросил, нужно ли даже протереть фары или нет. И все, я сижу спокойно, а там у меня льется 100-й бенз. Всем рекомендую попробовать топливо BP Ultimate с технологией Active. Оно подходит для новых автомобилей, для автомобилей с пробегом, может быть как бензин, так и дизель, абсолютно неважно. Оно защищает вашу топливную систему, защищает ее от отложений, которые там уже образовались, и если они есть, конечно, и делает так, что новые отложения образовываться не будут. Оно восстанавливает мощность двигателя до заводских или близких к ним значений, что приводит, естественно, к повышению динамических характеристик и, самое главное, к экономичности и к увеличению пробега автомобиля на одном баке. Это очень важно. Больше информации про BP Ultimate и технологии Active вы, естественно, найдете по ссылочкам в описании. Но нас, похоже, уже заправили. Поехали дальше. Удивительные факты. С места Каен трогается со второй передачи. Всегда. Чтобы он трогался не со второй передачи, нужно сделать влево-вниз. Вот тогда он как бы на передачу вниз кидает. У нас вот такой руль. Из особенностей еще у нас не работающий маффин совершенно. То есть вот он, к сожалению, это вся картинка, которую мы можем получить здесь. И даже если бы он бы работал, он здесь, в общем, далеко не максимальный. Есть маффины и получше. Как, по крайней мере, сказали пацаны, потому что на турбовом Каене Ярослава тут что-то поинтереснее. У нас не цветной экран здесь посередине на приборах. И он далеко не самый максимальный из того, что может быть. Ну, вроде как и все. И это все равно S-ка. То есть это не турбовый Каен. Хотя это и не минимальный, это и не позорный 3.2 на 200, по-моему, 40 с чем-то лошадей. То есть, грубо говоря, это не чисто копия Туарега. Это уже все-таки мощь переполняющая. 340, блин. И у нас... Слушай, у меня тоже... У тебя слезятся глаза, Никитос, не? У меня прям реально слезятся глаза, очень печально. У нас течет гофра здесь, внизу, под нами прям практически. И из-за этого выхлоп попадает в печку. И я прям, когда здесь говорю, у меня реально слезятся глаза. Это невозможно. То есть из печки конкретно идет выхлоп. Это, конечно, большая проблема. Делать мы его, естественно, не будем.
Печальные тормоза, печальные резины винтом, все печальное. Парктроник постоянно горит вот этот спереди. Видишь, красный? Это ж парктроник, оказывается. Смотри, обалдеть. Его можно включить или выключить, вот, по-моему, этой кнопкой. О, погас. Офигеть. Как думаешь, он работает, нет? Логично, там ничего. В этом бампере уже ничего не работает. Можно просто выключить парктроник. Стандартная ваговская фишка вот это с открыванием люка. У меня тогда же у Баати в Audi A6 было. Да так во всем оно, собственно, весь ВАГ на этой стандартной теме. Горит один восклицательный знак на приборке. Честно говоря, не знаю, что это значит. Абсолютно без понятия, но... Какой он мягкий, когда стоит комфорт, смотри. Вот почему, наверное, дубасило. Потому что у тебя в спорте стояли аморты, да? Он в комфорте прямо, ну, Туарек. Туарек первого поколения, самый что ни на есть. На тыльной стороне руля есть две кнопки, которые делают только то, что правая выключает подсветку только руля, левая включает подсветку только руля. Капец. Две кнопки Tiptronic, каждая из которых может переключать передачи, причем и справа, и слева. И каждая из них работает в обе стороны. Это тема вместо лепестков. Интересно, неудобно, странно. Потом пошли лепестки. Да. Я хочу сказать, что покупая вот эту Понторезку за вот эти вот 300 тысяч рублей, это самый дешевый способ купить 450 сил, если вы нашли турбача, потому что все остальное за 300-500 что у нас будет? Range Rover это 280 сил, X5 280 сил, Audi Q7 очень по-разному, но если найти супер редкий там V12 дизель, то там сил будет тоже меньше, там хотя будет 1000 ньютонов момента там будет, но это супер редкая машина, и она будет стоить скорее всего типа 600-700. И даже не знаю, получается Cayenne даже в нашем случае 340 сил. То есть Cayenne это всегда мощность. То есть Cayenne это прям реально за эти бабки ты покупаешь скорость. И опять же 7,5 секунд. Ни X5, ни Q7, ни, естественно, Range Rover 7,5 не поедут. Там мы будем говорить о чем-то в районе 9, если в случае Range Rover, 8 в случае, если BMW, причем, скорее всего, 8 с хвостом. И Audi тоже Q7 будет ехать что-то около 8. Но здесь 7,5 даже сейчас. А если взять живого турбача на 450 сил, то он, по идее, должен выезжать из 7, потому что в стоке этот 7,2. И получается, что среди всех понторезок Cayenne выгодно отличается тем, что он просто мощный и быстрый. А деньги абсолютно те же самые. Это неплохо. Как вы знаете, господа, Cayenne бывают разными. И вот тот случай, про который я вам рассказывал. Дело в том, что Ярослав из S-Crew, жители моего инстаграма знают, не так давно, месяца 2-3 назад, купил себе Cayenne. Причем купил он его за уникальные 65 тысяч рублей. Многие спрашивали, что за постанова, таких цен не бывает. И да, действительно, вы правы, потому что я вам с самого начала этого видео сейчас рассказываю, что вот, что вы можете купить за 300. 270-300, 250, может быть, ну 65, конечно, цена нереальная. Я не знаю, как так получилось, там, как всегда, кто-то за что-то, кому-то, почему-то, там, что-то. Причем он на живых доках, как оказался, это нормально, не на запретах, хотя взорванный, да, есть чуть-чуть. Но самое главное, господа, в том, что он турбовый. Он не продается, кстати, отвечая сразу на все ваши вопросы. Понятно, что Ярик за 65 купил и будет на нем ездить, потому что за такие бабки, ну, его на разборку дороже, по-моему, стоит отдать. Там одни фары столько стоят. Короче, главное, что это турбо, ребята. Это настоящий турбовик, да, лежащий практически на коленях, 450 лошадиных сил. И мы решили в формате бреда нашу атмосферу, но отгильзованную, без чеков, с живым мотором, типа едущую, сравнить со взорванным турбачом. И понятно, что турбач все равно гораздо лучше выглядит, господа. Посмотрите, один бампер, да, практически магнум обвес. То есть понятно, что вот черный выглядит, ну, сильно наряднее. 20-е колеса, бампера, по салону он гораздо богаче, комплектация мощнее, цветной монитор, ну, в целом, то есть, да, черный Cayenne прямо лучше. Но его надо чуть-чуть закапиталить, и тогда его цена чуть превысит цену моего. И вот мы с вами и стоим, господа, у этого же самого распутья. Что брать? Куда податься? Значит, прогнозы, ребят, почему-то 7 секунд на серого. Я не знаю, откуда вы взяли. С чего там 7 секундам-то ехать с этих лошадей? Он весит 2100, по-моему, да? 2400 он весит? Да. Но он в идеале.
В идеале! Вот это ты говоришь в идеале, вы с ума сошли. Коробки, кстати, в них стоят айсиновские, по-моему, даже 760-я, такая же практически, как в УАЗике. Ну, одна из ее вариаций, вернее. И на них можно поставить быстрые гидроблоки, так же, как мы это делали на УАЗике. И коробка не та же самая, грубо говоря, потому что все-таки здесь эта коробка шла со вторым УЗ-ом в паре, а 760-я, по-моему, шла с третьим УЗ-ом, как у меня. Ну, короче, можно тоже поставить быстрый гидроблок из Ангарска, как мы любим от парней. И тогда будет 4.2, мы все это поняли. Пробуем. Так, короче, мы пробуем гоняться. У нас заодно установлен Race Logic. Да, чисто. И что-то, естественно, все очень как-то медленно. 8 секунд до сотки, я так и предполагал. Я абсолютно так и предполагал. Какая-то порнуха, конечно. Это все абсолютно так же разгоняется. 7,9, да, разница, конечно, радикальная. Ну что, у меня нормально. Первый раз 8, второй 7,9. А паспорт у меня сколько у атмосферы? У атмосферы ты говорил паспорт 7,2? Ну вот, 7,9 сейчас поехал. Ну давай еще раз. Я готов. Давай! Конец! Сейчас чуть получше. 7,8. 7,8, да. Ну это понятно, что это в любом случае какая-то история такая. Но они одинаково едут. Что турбач лежащий, что атмосферник починенный. У меня подрыв какой, а? У меня низов больше, как будто бы. И во всем, все. Турбач перегреваться начинает. 7,4. 7,4? У меня, похоже, коробка обучается. 7,4. Очень неожиданные новости, господа. 7,4. 7,4. Мы гидроблок не пилили. Видишь, какую мы тебе тачку купили? Топливо работает. Да, кстати, ну-ка. Готовы? Сейчас еще раз попробуем. Блин. Ну, примерно так же, да, сейчас будет. 7,6, да. Но все равно он, грубо говоря, едет чуть быстрее 8. Ему при этом, естественно, фиговенько. Он пахнет маслом, чем угодно, но он едет. И едет он так же, как лежащий турбач. Забавно. Это забавно. 7,6, он прям что-то разъехался куда-то. Прямо ему что-то надо. Так, соточка подошла просто. Соточка, видимо, подошла к реечке и стала как бы нормально поступать в цилиндрике. Из-за этого клапаночки стали так-так-так-так-так и вперед педалировать. Не, ну 7,6. Что, 7,5? Я рассчитывал на 8,5. А 7,5 это уже интересно. Быстрее 8 это уже... 7,5 это я могу что, с 2-литровыми BMW гоняться, да? Ну как бы уже хотя бы не совсем слив. Слушай, дела не так плохи, движемся дальше. Короче, особенность этого Кайена, особенно печально, что мы вчера поставили рядом с турбовым Кайеном Ярика, и мы попытались даже загнать его в какой-то антураж, как-то поснимать, но вот это исключение из правила понторезок. Дело в том, что есть какой-то вечный стиль, да, когда перед вами едет X5, он всегда X5. Когда перед вами едет Range Rover, даже если он скорбный, на маленьких колесиках, на маленьких, он все равно какой-то, грубо говоря, Range Rover. Кайен разительно отличается атмосферный от турбового, ну прямо турбовый, ну прямо нормальный. Это прямо
ну, конечно, нельзя сказать, что он прямо некрасивый или уродливый, да, но не вписывается и даже в этот антураж. То есть ему не помогает даже высокая архитектура и высокое искусство, вы понимаете? Он все равно какой-то жаба, он, короче, какая-то получается серая на самом деле. Ему ничего не спасает. Это немного странно, то есть ему нужно или обвес, какой-то тюнинг-пакет, обязательно красные тормоза, чтобы они торчали обязательно из красных дисков, и тогда это будет прямо машина. Но на сей день я вот из всех понторезок, с ним очевидно что-то не так. Это как будто стенсер, который на зимнюю резину переобулся, да, и вот в этих расширителях огромных прячутся где-то вот эти маленькие докаточки 18-е, которые были куплены где-то по бичу на разборке. Они не балансированные, они тоже ржавые, у них там все очень плохо, но вот зиму можно перекантоваться. Вот то же самое с этим Кайеном, с него уже все отжали, хотя, с другой стороны, сколько бы с него не отжимали, секундочку, диски-то стоят штатные. С завода этот Кайен шел на этих же самых колесах. И это не где-то на разборке, по бичу найденные какие-то странные там штампы, докатки и так далее. Нет, исходно Кайен с завода выглядел так. И как же это, черт побери, грустно сегодня. Он утратил свою какую-то стиль, понимаете, есть более вечный дизайн. И почему-то именно я считаю, что X5, и Q7 и Range Rover, если мы почему-то берем эту тройку, от Mercedes мы что можем к понторезкам? А ничего. ML-ку 163 кузов, кстати, наверное, да, можно. Но они какие-то в дизайне получились более вечные. Кайен офигенно взрывал тогда и офигенно становится старым, наверное, сегодня. Возможно, через то, что ему есть прямой аналог в виде Туарега. И мы все видим вот эту верхнюю линию остекления. То есть вот отсюда, вот это прямо Туарег. Вот это прямо 150 тысяч рублей. Это прямо 2,5 дизель на палочке. Прямо вшатанный во все места. Прямо гнилой, дрова, прям на пружинах, чтобы мясо. Вот что мы в этом видим. Соплатформенность Кайена с Туарегом его начинает убивать. Из того, что сейчас мы можем взять только и добавить надписей, потому что это же Кайен, но пока про это на самом деле никто не знает. Поэтому нужно сделать стайлинг своими руками. Всем показать, что я не стесняюсь этой тачки. Нет, ну выглядит довольно стильно. Кайен, да? Это как Койот, только Кайен. Porsche. Вот так. Porsche Cayenne AMG. Все, это, наверное, единственный стайлинг, который мы можем добавить. Нет, не единственный. Турбо. Что еще обычно пишут слева? Администрация президента мира. Вот. Все. Рамка есть. Хорошо. Администрация президента мира. Что еще нужно добавить в этот Cayenne, чтобы он стал действительно мощным? V8. Вот так вот, чтобы было понятно жителям ближайшего зарубежья. Ну, в принципе, и все, господа. Он полностью подготовлен к следующему испытанию, которое у нас наступает уже совсем скоро. Так, нас-то больше всего что интересует? Что снизу происходит у этой машины? Потому что у нас на нее, как я уже и говорил, далеко, а вернее глубоко идущие планы. Соответственно, нам очень интересно, что у нас получилось снизу. Снизу. По передней подвеске у нас все супер. Огромный стабилизатор поперечной устойчивости, просто космической толщины, что дает ему, естественно, космическую управляемость. Но при этом он пассивный, то есть это не активный стабилизатор. Теплообменники, отовсюду сущий тосол, масло чуть-чуть, всего понемножку. Рваный пыльник передней гранаты. В общем, все, что здесь надо, это перетряхнуть подвеску, немножко разобраться с системой охлаждения и поднимать эту машину с колен глобально, потому что здесь вроде как все еще живенькое, но все уже на последнем издыхании, то есть еще чуть-чуть и прям хана. На удивление сухая коробка, которая, впрочем, хочется, чтобы была сильно быстрее, чем она сейчас, потому что переключается очень плавно. Обе дико проваренные и при этом дико секущие гофры глушителя, обе, поэтому когда стоишь в пробке на холостых, пары из гофр проникают в салон и прямо аж глаза режет. Ну, боль, прям погибаешь в этой тачке. Раздатка тоже сухая, целая, у нас даже целая подушка, демпфер резиновый, который уходит на кардан. Целый сам кардан не вибрирует ничего, хотя он на шрусах и 200 тысяч уже прошел, я думаю, что еще столько же пройдет. Но нам что интересно, как организован здесь кузов? К сожалению, очень много пластиковых накладок, и мы не видим всей структуры силовой, то есть насколько он злой, понять сложно. Ну, то есть понятно, что вот лонжерон, он вот такой толщины. То есть это конкретно вот такой квадрат, вот прям такой мощный, вот он здесь спускается, это лонж. То есть вот за этой пластиковой накладкой видно, что он там злющий, как рама.
поперечины, какой толщины немеренные между, да, лонжами, огромный злющий подрамник, опять же, передний, хотя он унифицирован со всем вагом, и такой же подрамник будет и в Туареге, такой же подрамник будет в Audi A8. Все, к сожалению, пластик закрывает, но главное, что есть первичное ощущение, что это все не гнилое, потому что ниоткуда шелуха какая не сыпется, ничего не падает. Во-вторых, если заглянуть в отверстия технологические в лонжах, вот там внутри, то есть четкое понимание, что лонжерон как будто чем-то обработан, то есть, видимо, делался антикор, что дополнительно дает нам надежду на то, что эта тачка не гнилая. Задний, опять же, чудовищный подрамник, мощнейший, из злющей трубы, рычаги, пневма, сзади, кстати, подвеска вроде как поживее, подвеска вся оригинальная, потому что амортизаторы все активные, с изменяемой жесткостью, сервы стоят, неизвестно, работают или нет, но еще стоят. Потому что часто бывает, когда все это ломается, ставят обычный аморт, на нем уже сервы этой нет, ну чтобы просто как-то ездил. Подозрительная трещина в баке, видимо, был какой-то оффроуд, вернее не в баке, а в защите бака, сам бак под ней, но он, соответственно, целый, по бензину хотя бы ничего не капает. Редуктор, опять же, сухой задний, то есть вот это, я о чем и говорю, что вроде как есть ощущение, что за тачку можно побороться, что ее можно спасти. Таких вот прям сходу не видишь сайлент-блоков порванных, то есть редуктор не болтается, не висит, как это часто бывает, когда все резинки уже оборвало, и все, редуктор просто там весь в люфтах, он колотится, бедняга. Сайлент-блоки все на месте, вроде как бы да, но при этом мелочевки все равно, учитывая, что это Cayenne, машина технически сложная, наберется столько, что поднять ее до технически исправного состояния, ну, может выйти вам в итоге, я не знаю, в 500-600 тысяч. То есть вы будете стоять у машины, которая стоит 1 000 000, хотя вы покупали ее за 270. И в этом и есть основная боль. Но самое главное, что, в чем мы хотели убедиться, да, правильно, что у нас все относительно живое, машина в состоянии заводится, ездит еще какое-то время будет, она не очевидно аварийная, опасная, здесь не болтаются куски, ничего, она не разъезжается пополам, и у нее крепкий кузов, ну, условно крепкий, насколько это может быть для 2004 года. А значит, когда мы пустим эту машину на столб в следующей серии, мы можем считать тест справедливым. Короче, самое главное, что показывает практика из опыта с Cayenne. И Cayenne за 300, и Cayenne за 65, и Cayenne за 250 будут ездить. Самое главное, если вы хотите просто попробовать, что такое Cayenne по низу рынка, берите. Вложения составят 1050, чтобы он реально смог проехать под вами пару-тройку месяцев. Можно даже понаваливать, то есть ему конкретно плохо. После каждого навала невероятно пахнет маслом в салоне. Оно сыто изо всех щелей. Отсутствует корпус воздушных фильтров. Отсутствует, вернее, оба корпуса воздушных фильтров. Половина трубок просто торчит где-то там. Нету омывателей, противотуманок и так далее. Но он живой, он ездит. Да, понятно, что его перед нами починили, но мы вам только что показывали турбач Ярослава, который перед ним никто не чинил. Который турбовый едет так же, как этот. То есть там прям совсем все печально, но при этом он едет, и он у него уже, по-моему, 2-й месяц и работает. Удивительно, я думал, что они прямо совсем, вот знаешь, хрустальные. Типа покупаешь Cayenne, и он через неделю просто ложится на брюхо, и больше с ним ничего никогда не происходит. Однако нет. Я уж не говорю про то, что можно с пневмой перейти на пружину и так далее. И, то есть, ну, вариантов как бы оживить эту некроту еще куча. Заставить его как-то биться в конвульсиях еще довольно большое количество времени также можно. То есть, в принципе, если ты молодой и всегда попробовал, знаете, ключ в мир Porsche, хотя это не имеет никакого отношения к 911, к Panamera, к тем настоящим Porsche, которые управляемые, быстрые, которые немножко диковатые, это просто кроссовер. Это не Porsche. Это с дизайном Porsche, с очень красивым нарядным салоном кроссовер, который едет по ощущениям, ну, так же, как все остальное. Да, может быть, он чуть немножко веселее, через что-то там. Какие-то вот там есть вот эти ощущения. Звук у мотора другой, гораздо круче, гораздо прикольнее, чем обычные европейские вэшки. Там ни с BMW-шным двигателем это не сравнится, ни уж, конечно же, с Audi, ни так далее. У него какой-то прям околоспортивный звук. Но в целом, единственное, что с ним можно сделать, это вот так покататься или продать дальше. Но
Господа, само собой, надо пустить его на столб, потому что все хотели какую-то понторезку на столб, потому что всегда есть выбор, что купить за 300 тысяч. Или Ладу Гранту, или, опять же, вернее, даже не 300, а 270. Или Ладу Гранту, или можно, Веста, по-моему, уже не найдешь за эти деньги, хотя иногда выскакивает. Или какой-нибудь Логан, или Некро Лакшери. Из всего Некро Лакшери, естественно, что мы понимали, что это, опять же, те же самые Q7, Range Rover, X5 или Cayenne. Cayenne не было на обзоре, и Cayenne все такой же тяжелый, Cayenne дико прочный, Cayenne с кучей усилений по порогам, у него брусья в дверях. Чего только нет в Cayenne, господа. И все это должно крайне позитивно работать против столба. Мы восстановили подушки, работают шторки, они все диагнозятся, они все на месте, они живые, это не резюки вставленные. То есть, по идее, эта машина при втыкании в столб должна исключить хлыстовую травму шеи. Впервые после врезания в препятствие водитель может остаться жив и даже практически невредим. Это может стать самой безопасной машиной за всю историю краш-тестов со столбом. Но станет ли? Увидите через неделю в следующем видео. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. Огромной вам всем удачи и пока. Я ставлю, что он всех разнесет в клочья и уедет сам. Вот это мой прогноз. Сейчас. Посмотрим.